Далеко на юг от Новой Зеландии, там, где море бесконечно ревет, а ветры никогда не утихают, находится одинокий забытый участок земли — остров Кэмпбелл. Это место немноголюдное, с суровым ландшафтом без деревьев, изношенное штормами и окруженное туманом. Для большинства это всего лишь точка на карте Южного океана. Но на протяжении более века этот остров хранил секрет — мистическую историю о тысячах овец, оставленных умереть. То, что случилось с ними, трудно поверить. Но прежде чем мы приступим, убедитесь, что поддерживаете наш канал. Поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. В конце XIX века мир был полон мечтаний о расширении. Колонии росли, новые земли претендовали, и амбициозные поселенцы искали возможности повсюду. Среди этих мечтателей были фермеры и предприниматели из Новой Зеландии, стремящиеся расширить свою скотоводческую империю в южных морях. Взгляд их остановился на острове Кэмпбелл, месте настолько отдаленном, что оно казалось практически неприкосновенным. Остров находился примерно в 600 километрах к югу от материка Новой Зеландии, был холодным, сырым и постоянно окутан туманом. На невнимательный взгляд он выглядел дикорастущим и неприветливым. Но для этих надеющихся поселенцев это было открытое пастбище, которое ждало, чтобы его укротили. Они привезли с собой ценную груз — 1000 шерстяных овец породы Марайо, одной из самых ценных в мире за ее мягкую и тонкую шерсть. План казался простым — пасти овец на травах острова, собирать шерсть и отправлять ее на север для продажи. Это должна была стать небольшая, но прибыльная фермерская деятельность. По крайней мере, такова была мечта. В краткий момент казалось, что мечта живая. Поселенцы строили простые укрытия, разграничивали поля и начали стричь первые стада. Но вскоре они поняли, что совершили ужасную ошибку. Остров Кэмпбелл. Это место, предназначенное для того, чтобы сломать неподготовленных. Поселенцы обнаружили, что практически во всем там проходит борьба. Дождь лил почти каждый день, превращая землю в глубокую, липкую грязь. Трава, казавшаяся сочной издали, оказалась грубой, редкой и бедной на питательные вещества. Дикие холмы и скалистые утесы делали трудным даже простое передвижение. И было еще ветер. Он никогда не прекращался, выл, морозил до костей и мог за считанные минуты снять тепло с тела человека. Зимой штормы становились настолько сильными, что разрушали здания, рассеивали скот и оставляли поселенцев в изоляции на месяцы. Корабли с поставками не всегда могли безопасно добраться до острова. Поселенцы истощились в еде, инструментах и лекарствах. Жизнь превращалась в постоянную борьбу за выживание. Но все изменилось с началом 20 века. Экономика мира начала трансформироваться, и фермерская деятельность, как уже хрупкая, полностью рухнула. К 1930 годам последние люди ушли с острова навсегда, оставив за собой оборудование, мечты и тысячи овец. Когда корабли уплыли, овцы остались там на произвол судьбы. Фермеров, чтобы их накормить или защитить, уже не было. Не было ограждений и остригальщиков шерсти. Они оказались одни, брошенные на подледяном острове южной части Земли с морозным ветром, скудной растительностью и постоянными штормами. Сначала многие овцы умерли. Условия были слишком суровыми. Без укрытий и регулярного кормления они погибли от голода, холода и болезней. Но природа в своей жестокой строгости начала отбирать выживших. Самых сильных, выносливых и адаптивных овец оставили жить. Постепенно, с годами, в них происходили удивительные изменения. Со временем овцы, лишенные человека, продолжавшего их стричь, начали терять свою длинную шерсть. Когда она начинала расти слишком большой, она впитывала дождевую воду и грязь, делая животных холодными и тяжелыми. В первые поколения многие умирали именно так. Но среди выживших проявилась странная адаптация.
Некоторые овцы начали естественным образом сбрасывать шерсть в теплое время года. Это природная эволюция, позволяющая им избегать переохлаждения и влажности. Они также начали размножаться раньше, чем домашние марайо, рождались в молодом возрасте, чтобы поддерживать численность даже в тяжелых условиях. Их тела тоже менялись. Они становились меньше, крепче, более мускулистыми, приспособленными к выносливости, а не к комфорту. Их шерсть стала грубее, лица-то более острыми, а инстинкты — более дикими. Они уже не вели себя как домашние животные. Они превратились в диких существ острова, в полуостровную фауну. За несколько десятилетий овцы превратились во что-то совершенно новое, породу, сформированную природой, а не человеком. И никто даже не подозревал о их существовании. Более 40 лет остров Кэмпбелл оставался практически забытым. Только редкие научные экспедиции или проходящие корабли приближались к его берегам. Но в 1970-х годах произошло нечто неожиданное. Группа исследователей прибыла сюда в рамках исследования территорий южных районов Новой Зеландии. Они ожидали найти пустой, бесплодный ландшафт, но увиденное потрясло их. Тысячи овец свободно бродили по холмам острова, дикие, необузданные, живые. Они уже совсем не походили на марайо, привезенных сюда ранее. Их шерсть была неравномерной, поведение — агрессивным и независимым. Некоторые были огромными, другие — маленькими и сухими. Казалось, они вернулись к более древней, более примитивной форме. Но ученых уязвило и другое — состояние самого острова. Овцы в своих милых тысячах уничтожали все живое вокруг. Мхи, местные растения, гнездовья птиц. Самая уникальная экосистема Кэмпбелла, одна из самых особенных в южном полушарии, рушилась под натиском этих диких созданий. Правительство Новой Зеландии столкнулось с ужасным выбором: либо убрать овец, чтобы дать острову восстановиться, либо оставить их и видеть, как исчезает уникальная природа. Целые десятилетия овцы жили без человеческой помощи, приспосабливаясь к одному из самых суровых условий на Земле. Доказательство того, насколько быстро может измениться жизнь, когда она вынуждена столкнуться с экстремальной изоляцией. После долгих дебатов было принято решение: большую часть овец нужно уничтожить для спасения экосистемы. Но маленькая группа ученых и фермеров была полна решимости не дать этим животным исчезнуть. Операция по отлову овец началась в конце 1970-х и продолжалась вплоть до 1980-х. Командам поручили уменьшить популяцию. Это был тяжелый и мрачный долг. Тысячи животных были уничтожены. Раньше шумные холмы снова сделались тише. Впервые за долгие годы остров Кэмпбелл очищался. Сначала от людей, а теперь и от оставшихся там животных. Но перед последней овцой, которая покинула остров, в числе оставшихся было только несколько десятков животных. Их аккуратно поймали и отправили обратно на материк Новой Зеландии для исследования и охраны. Это были последние овцы с острова Кэмпбелл, последние потомки забытого эксперимента по колонизации. Ученые были поражены находками. Пулевые овцы обладали уникальными генетическими особенностями: способность самостоятельно сбрасывать шерсть, устойчивостью к холоду и влаге, а также особенностями размножения, позволяющими им выживать в экстремальных условиях. Их ДНК рассказывала историю эволюции, сжатую за всего несколько десятилетий. Процесс, который обычно занимает тысячи лет. Для исследователей это было словно находка живой временной капсулы. Для фермеров — шанс сохранить редкую и удивительную линию крови. Сегодня потомки спасенных овец существуют не на Кэмпбелле, а в небольших, тщательно контролируемых стадах в Новой Зеландии. Фермеры и защитники природы заботятся о них как о своем наследии, живое напоминание о том, насколько непредсказуема природа. Их история продолжается в трудах биологов, которые поражены тем, как быстро они адаптировались, доказывая, что эволюция не всегда медленный процесс. Иногда она происходит прямо у нас на глазах,
когда жизни явно другого выхода нет. Между тем сам остров Кэмпбелл оправился без овец. Его холмы вновь покрылись растительностью, появились местные растения и птицы. Мхи снова густы, вернулись альбатросы, строящие гнезда. Природа вновь обрела баланс. Но память о том, что произошло там, остается. Странное, преследующее напоминание о том, как человеческие амбиции могут запустить цепь событий, которая отзовется на поколение вперед. Когда поселенцы привезли овец на этот остров, они надеялись создать новое будущее. Когда оставили их, полагали, что оставляют за собой провал. Но природа не такая, как мы. Овцы не исчезли просто так. Они трансформировались, стали чем-то новым, формой, созданной ветром, дождем и временем. В каком-то смысле остров дал им свободу. Без ограждений, без остригальщиков, без контроля, лишь суровая проверка на выживание. Они доказывают, что даже самые одомашненные существа, столкнувшись с силой природы, могут вновь раскрыть свою дикую сторону. И, может быть, именно поэтому их история продолжает увлекать людей сегодня. Она и трагична, и вдохновляющая. Напоминание о невероятной мощи жизни, которая всегда находит шанс выжить. Их выживание — не просто удача, а эволюция, записанная в реальном времени. Захватывающий пример того, как жизнь меняется, когда она находится на грани. В следующий раз, когда услышите крик овцы или увидите стадо, пасущееся на безмолвном склоне, вспомните эту историю. Благодарим за просмотр. Не забудьте проверить наш канал для новых увлекательных рассказов.